Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я поделюсь с вами удивительным рецептом пасхальных яиц в виде бисквитных пирожных, которые запекаются в яичных скорлупках. Получается невероятно нежный десерт, который порадует вас своим вкусом и оригинальным видом. А сверху я использую традиционное пасхальное украшение, которое добавит праздничное настроение. И я уверена, эти пирожные удивят всех ваших родных и друзей. И для начала надо подготовить формы из яичной скорлупы. Беру яйцо и там, где острый конец, разбиваю его аккуратно. Яйцо выливаю в пиалку. Сразу же можно отделить желток и белок. И получается вот такая формочка из яичной скорлупы. Для теста вот таким образом я разделю 2 яйца. Остальные формы из яичной скорлупы я подготовила заранее, когда использовала яйца. Вот эту скорлупу надо, конечно, хорошо помыть. Я ее опускаю в воду. И вот здесь внутри есть белая пленочка. Ее надо достать. Аккуратно поддеваю пальцем и достаю пленку. И вот формочка уже готова. Таким образом, для рецепта понадобится 12 скорлупок, 12 формочек. Скорлупки после того, как их промыли, надо обсушить. Вот эти скорлупки очень удобно установить в формы для маффина. Я беру немного фольги, выкладываю в ячейку формы и ставлю сюда яйцо. Получается, оно очень хорошо и устойчиво стоит и не завалится, когда будет выпекаться. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный канал Люда Easy Cook и обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. Внутри каждую скорлупку я смажу небольшим количеством растительного масла. Для приготовления теста мне понадобится в миску отправляю 2 желтка, добавляю примерно половину сахара, чайную ложку экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Перемешиваю венчиком, вливаю молоко и растительное масло без запаха. Перемешиваю, просеиваю муку и все хорошо перемешиваю венчиком. В чистую сухую миску выливаю белки, добавляю щепотку соли. Начинаю взбивать. Когда появилась вот такая легкая пена, в 2 приема добавляю сахар. Белки я взбиваю до вот таких мягких пиков. И теперь постепенно белки вмешиваю в тесто. Мне это очень удобно делать венчиком. Вмешиваем аккуратно, чтобы сохранить пышность у теста, так как здесь мы не используем разрыхлитель. Добавляю белки примерно в 3 приема. Осторожно, вот такими потряхивающими движениями перемешиваю. Получилось вот такое очень нежное и воздушное бисквитное тесто. Переливаю его в кондитерский мешок. Можно также использовать и плотный пакет. У мешка срезаю носик и заполняю тестом мои формы. Заполняем скорлупки примерно на 1/3. Чтобы тесто хорошо распределилось, я немного здесь его прокручу бамбуковой шпажкой в каждой формочке. И где надо, добавлю еще тесто, у меня еще оно немного осталось. Как я уже сказала, формочки заполняйте примерно на 1/3, так как тесто, конечно, поднимется. Посмотрите, как у меня заполнена формочка, вот эта скорлупка. И сейчас я все отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 160 градусов духовку примерно на 20 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Итак, я все достала из духовки, посмотрите только, какая красота получилась. И, конечно, обязательно проверяем готовность деревянной шпажкой или зубочисткой. У меня все хорошо пропеклось. Сейчас все оставляю немного остыть. Яйца уже остыли. И сейчас я буду аккуратно все извлекать.
Смотрите, вот этот верх можно подрезать ножом. Теперь разбиваю скорлупу, очищаю яйцо. И здесь уже как работает ваша фантазия. Вы можете либо полностью достать этот бисквитик из яйца, либо оставить его в скорлупке, а сверху украсить. Я аккуратно его полностью извлекаю. Итак, я уже очистила одно яйцо. Вот такое оно получается. Но такое пышное, воздушное. И теперь это яйцо можно украсить уже на ваш вкус. Сейчас покажу свой способ, который я хочу сделать. Аккуратно ножичком отделяю тесто от скорлупы. Я убираю не всю скорлупу, вот немного оставлю. И теперь поддеваю тоже тесто здесь ножичком, чтобы его окончательно извлечь. И вот у меня остается, вот можно сказать, такое гнездышко, и сюда можно поставить яйцо. И уже сверху все украсить. Чтобы яйцо стояло, можно использовать снова фольгу. И вот таким образом я подготовлю все мои вот такие бисквитные яйца. Уверена, такие необычные пасхальные яйца понравятся всем. Особенно, наверное, детям. Выглядят они здорово. Все бисквиты я отделила от скорлупы. Вот такие классные они получаются, такие пушистые, воздушные. Один бисквит я специально достала полностью и покажу вам, какой он получается. Какое здесь классное пышное тесто. И мне теперь осталось только мои пирожные украсить. Я сделаю густую сахарную глазурь. Здесь у меня сахарная пудра. Добавляю понемногу молоко и перемешиваю. Глазурь я хочу сделать именно густой, чтобы она хорошо держалась. И также сразу я подготовила посыпки, которыми сверху все украшу. Вот такая глазурь у меня сейчас получается. Ее можно немного прогреть в микроволновке. Тогда она будет очень быстро застывать. Отправляю в микроволновку буквально на 15-20 секунд. Вот такая по густоте у меня сейчас получилась сахарная глазурь. Украшаю яйца. Яйцо сверху вот так окунаю в глазурь. Оно такое воздушное, что его даже трудно удержать. И посыпаю сверху посыпками. Вот такое яйцо получается. И таким образом я украшаю все пирожные. Если глазурь начинает немного застывать, можно ее снова прогреть в микроволновке. Украшаем эти яйца, как обычные куличи. Друзья, смотрите видео, готовьтесь к празднику. И я желаю вам приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь на мой канал Люда Easy Cook Позитивная кухня, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.